Добрый день, друзья! С вами снова я, капитан Дэн Змей. И сегодня интересная такая беседа философская о мудрой реке. Есть такой рассказ у Германа Гессе, называется «Сиддхартха». Не тот Сиддхартха, который мы привыкли параллелить с Гаутамой Буддой. В данном рассказе Сиддхартха – это отдельный персонаж, который, будучи молодым образованным человеком, сыном брахмана, он уходит скитаться и проходит на своем жизненном пути разные этапы. От полного отказа от всех плотских прелестей, то есть живет в лесу, во всем себе отказывает, ищет какого-то просветления духовного, не находит, видит, что старцы тоже не нашли, и уходит в обычную жизнь. Живет полной жизнью, имея определенные навыки, он достаточно успешен, он быстро научивается зарабатывать деньги, получать удовольствие от женщин, от денег, от всего. И с возрастом он снова приходит к духовности. Один из этапов в начале и в конце он встречает реку. И оставшуюся часть жизни он проводит на реке. Считает, что река мудра. То есть достаточно посидеть, посмотреть ее воды, и вы решаете все свои проблемы. То есть она знает ответы на все вопросы. Для него божество – это не какой-то человек, не какой-то символ, а именно река. То есть он поклоняется реке и находит многих последователей. Здесь такая интересная, может быть, интерпретация. То есть вся наша жизнь – это тоже своего рода река от истока до впадания там уже все, в смерть, в океан, в воссоединение со всеми душами остальными, которые текли по этой реке, по другой реке, по всем рекам и где-то слились. А другой вариант, что мы все проходим примерно такие же этапы. Этап становления, этап обучения. Некоторые детки достаточно успешные в своих навыках в начале, в школе, в институте. И где-то уже там ближе к 20 годам, кого-то чуть раньше, кого-то позже. Этап созревания, когда начинают бурлить гормоны, и все вот эти знания, все отходит на второй план, все просветления. То есть хочется просто, грубо говоря, найти партнера для секса, для создания семьи, для продолжения рода. Это заложено природой. И только чуть-чуть с возрастом, у некоторых чуть раньше, у некоторых чуть позже, начинается этап опять возврата к духовности, к поискам истины. Уже все вот эти вот гормоны немножко на спад идут их всплески. Наступает какое-то некоторое спокойствие, умиротворение, уже все сделано, все там у кого в какой степени более-менее достигнуто. И хочется что-то найти, какой-то смысл жизни, и люди начинают его искать. Еще одна такая параллель: река – это своего рода медитация. То есть если вы тоже где-то что-то читали, один из вариантов не то что просветлиться, а просто расслабиться в любой там нервозной, непонятной ситуации, очень хорошо помогает медитация. Я знаю, это на своей шкуре был, там трудный момент расставания, я сильно переживал, там много курил, в тот момент я курил еще, не то чтобы бухал, но там что-то по вечерам выпивал какой-то ромчик тайский с мандариновым соком запивал. И от этого настроение не улучшалось, а как бы временное помутнение, а потом опять вот все это вокруг. И стоило мне заняться некоторыми медитативными практиками, связанными с рейки, значит, как-то все это у меня в душе это успокоилось, улеглось. Не скажу, что я прям совсем там быстро излечился, но стало легче, и со временем, конечно, легче. Время лечит, как говорится. Главное не умереть во время лечения. И то же самое река. Это не значит, что надо в нее верить, поклоняться или верить в гору, какое-то волшебство выдало. Просто вот я сейчас стою на берегу залива, можно так сказать. То есть тут рядом море, которое, естественно, океан. И своего рода это тоже как бы река, и просто вот посидеть, посмотреть на эту воду, отключить все лишние мысли, единение с природой, с океаном, с водой, оно позволяет привести в порядок мысли, расслабиться. Поэтому, если у вас есть возможность, или вы можете ее изыскать, изыскивайте, чаще бывайте на природе, чаще уединяйтесь. Иногда надо отключить все гаджеты, забыть обо всех отношениях, просто посмотреть на этот мир, как он прекрасен, что мы песчинки в этом мире, понять, что мы песчинки, все наши переживания, они вот сегодня есть, завтра их нету, сегодня больно, завтра сладко,
послезавтра вы там в экстазе, потом опять какая-то проблема, вы опять переживаете. Это тоже некоторые качели, это жизнь. Это как в фильме «Мои черничные ночи» Джуд Лоу, это, по-моему, Карвай фильм, если не ошибаюсь, про расставание, про вот эти отношения. Там девушка спрашивала, другая, которая тоже рассталась там, с своим парнем по какой-то причине. Он со своей девушкой расстался по какой-то причине. Он говорит, что это такое, почему это происходит? Он говорит, не почему, это жизнь. Это жизнь. Люди меняются, у людей меняются интересы. В молодости вы там смотрите на одно, потом вы видите, что вы что-то куда-то в одну сторону развиваетесь, там ваш партнер в другую, у вас интерес начинает расходиться. Ну и как бы, может быть, у вас страсть там закончилась, которая была на первом этапе. Ничего в этом страшного нету, и переживать, я понимаю, да, переживают люди, которые много чего теряют. Ну да, любовь, отношения, привыкаешь к человеку, это химия, которая достаточно сильно привязывает. Вот эти ощущения, они очень сильные, физические, и они влияют чисто химически на нас. То есть забыть прошлые отношения легче всего, если войти в другие. Это не очень хороший совет в том плане, что слишком много отношений, это такое блуд, скажем так. Но с другой стороны, если вы зацикливаетесь на одном человеке, это, как говорят, надо закрыть дверь, тогда вам станут открыты другие. Для этого надо расслабиться, помедитировать, оглянуться вокруг, посмотреть на мир позитивно, придумать какие-то занятия дофаминовые, там кайты, рисование, ныряние, что угодно, лазание, какой-то коньки, яхтинг, лошадки, которые заставят вас улыбаться, получать дофамин. И как только вы станете опять позитивным, вы найдете другие, наверное, более лучшие отношения. Пока вы в печали, sorrow, это видно всем людям, и может другой партнер просто к вам не прийти, не появиться, потому что, ну, как бы вы излучаете печаль. С печальными людьми, к сожалению, не очень кто хочет связываться, ну, только если пожалеть там туда-сюда. То есть все хотят позитива. У нас сейчас жизнь такая, жизнь в кайф, то есть без проблем. Нужен позитивный партнер, нам не нужен печальный, проблемный партнер. Ну и река вам поможет в этом. Виртуальная река, не обязательно река. Вы можете включать музыку, лежать в кресле, медитировать. Расслабляйтесь, отпускать плохие мысли, отпускать там, попробуйте дао-практики, в конце концов. Это тоже интересная вещь, когда вы весь негатив как бы через ноги, через специальное упражнение тайчи вы их отпускаете. Ну, это такое было бла-бла на тему философии, психологии. Не претендую на истину в первом чтении. С вами был капитан Дэн Змей. Спасибо за внимание. Всего доброго.